Приветствую вас, мои дорогие. Начинаем наш прогноз. Но если вы устали из раза в раз наступать на одни и те же грабли в отношениях, в бизнесе, то перед картами я отправляю вас в мою папку «Сама себе психолог». Посмотрите ее, пожалуйста, в первую очередь. Там лежат убойные разборы про скрытое хамство, спасательство или ментальную бухгалтерию. Хватит гадать, почему все идет наперекосяк. Идите и возьмите готовые ответы. Ссылка на плейлист под видео. Ну а теперь посмотрим, что же у нас в картах. Сегодня делаем расклад на тему «Кто и что говорит за твоей спиной?». Сорвем маски с тех, кто заигрался в тишину. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце видео будет совет психолога, надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Иногда в отношениях или в окружении появляется ощущение, что реальность как будто имеет второй слой. Внешне все выглядит спокойно. Люди общаются, поддерживают контакт, не считывают открытых конфликтов. Но при этом возникает слабое, но устойчивое чувство несоответствия, как будто часть процессов происходит вне поля твоего зрения. Это совсем не всегда выражается в каких-то конкретных фактах. Чаще в интонациях, в изменении поведения, в ощущении, что информация распределяется неравномерно. Кто-то знает больше, чем говорит, кто-то действует, не включая тебя в контекст. И тогда возникает вопрос не о том, есть ли за твоей спиной какие-то действия, а о том, кто именно вовлечен в эту скрытую динамику, какую роль он играет, и каким последствиям это может привести для тебя, если оставить это все без внимания. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, скромная и со вкусом, звездочка. Контроль. Информация закрыта. Счет, дерево. Указание. Провокация. Ответственность. Так, девочки, скромная со вкусом, звездочка. Повторюсь, в первую очередь интеллект. С интеллектом все в порядке, способности, таланты, все вам присуще. У многих это желание прожить свою жизнь, знаете, не обязательно медийной личностью, нет, но в принципе вы не хотите прожить жизнь в плохом смысле, да, какого-то среднестатистического человечка. Вы хотите не наследить в этой жизни, да, вы хотите оставить след. Может быть, в первую очередь, там, для самой себя сказать, я вот хотела чего-то этого, я достигла. Благодаря этому, может быть, там, моим ближайшим там, родственникам легче дальше будет жить. Или это принесло пользу там, глобально там, человечеству, да, в общем. Ну, вы поняли, да? В принципе, женщина, которая стремится, наверное, к улучшению собственной жизни. А у кого-то это прям видение, у вас есть миссия, призвание, идете за этой миссией, призванием. Но при этом карты такие, знаете, как будто бы рядом карта контроль. Скорее всего, это вас кто-то контролирует, да, или вы ощущаете вот вокруг, знаете, эти какие-то рамочки, границы, может быть, выше какого-то уровня, пока не можете там перепрыгнуть, или, может, сами себе какие-то ваши ментальные установки не позволяют вам выйти за эти рамки. Да, мы сами себя можем ограничивать. Ну и дальше как-то информация закрыта. Больше на эту тему почему-то не говорят. Скорее всего, потому что вы сами знаете. Да? Может, кто-то тут мечтает о чем-то, но сам себя и, знаете, как время от времени отдергивает и говорит: не сейчас, не время. Да куда я там? Да куда мне там? Еще что-нибудь. У кого-то прям так. Опять-таки, следующее тут какой-то пласт этой информации. Тут подсвечивает карта дерева. Это, скорее всего, у кого-то это здоровье может проиграться. Тут наказание, провокация, ответственность. Если это здоровье считывать, то у кого-то тут могут быть проблемы со здоровьем. Но, знаете, такие как будто бы это как
как провокация, вот время от времени, скорее как обострение, может, даже каких-то хронических заболеваний. И тут как вам подсказка. Ответственность, этот груз ответственности, обрати внимание на свое здоровье. Да? Если ты будешь это игнорировать, то в дальнейшем может усугубиться. Вам как будто бы уже не раз вот какие-то звоночки были. Обрати внимание на свое здоровье. У кого-то так, у кого-то это вплоть до того, что карта тут расчет. Если правильно тут это все так считать, можно посчитать, что нужно какую-то сумму денег даже прям конкретно потратить на то, чтобы восстановить это здоровье, дабы это дальше не усугублялось. Иначе дальше ты можешь действительно намного больше, в том числе и финансово, потерять. В первую очередь из-за того, что там вы в принципе можете... у кого-то это слабость, у кого-то это нетрудоспособность. Тут как предупреждение для вас. Лучше сейчас заняться этим здоровьем, лучше сейчас его восстановить. Потом это будет намного труднее сделать, и чисто в физическом плане, и материально тоже потеряете больше. Если так это считывать, да, дерево это здоровье. У кого-то это сейчас, если дерево это близкие родные, это взаимоотношения с близкими родными, сейчас тоже проблемы. Наказание, провокация и плюс еще груз ответственности на вас. Давайте так, у кого-то не очень хорошие сейчас взаимоотношения, то есть могут быть ссоры, выяснения отношений, дискомфортно, не особо хочется домой идти, не особо там с кем-то из близких, может быть, хотелось бы даже наедине оставаться. У кого-то так. Дискомфорт это так, я мягко сказала. А может какой-то рядом домашний, да, маленький тиран, да, какой-то Наполеон, но не обязательно. Провокация. Человек может вас как это сказать правильно, задирать, не задирать, провоцировать на ссоры. Опять-таки, могут какие-то высказывания такие двойным подтекстом. Но при этом, скорее всего, такое какое-то у вас состояние, как будто бы вы эту ношу какую-то тащите, вы эту груз ответственности на себя взвалили, и вы говорите, а как по-другому? Хотелось бы сейчас научиться по-другому на это все то ли реагировать, да, как будто такое ощущение, я не могу саму ситуацию изменить, то есть наличие человека в моей жизни, это как будто не обсуждается, я не могу его вычеркнуть из своей жизни. У всех тут разные личности, но бывает так, да. Будто бы это там уже сформировавшаяся личность, вы знаете, он такой, этот человек, да, может, в чем-то токсичный. Но при этом вы говорите, мне, пожалуй, нужно научиться как-то адекватно на это все реагировать. Или научиться на это вообще не реагировать как-то. Вот тут что-то такое вот. У кого-то тут еще и тут расчет. Своего рода у кого-то, я должна это озвучить, еще вторичные выгоды, может быть, есть также. Да, может, не готовы вы без этого человека идти дальше или с кем-либо другим там выстраивать взаимоотношения. Какая-то у кого-то тут, повторюсь, может быть, действительно это вторичная выгода или это условно такая выгодная. Она может существовать также. Как-то так. При этом это постоянные какие-то, допустим, если это взаимоотношения, то какие-то наезды, провокации. Это обострение этой ситуации. Вы уже думаете, может быть, бог ты мой, это можно все намного мягче то ли преподносить, то ли не нужно усугублять ситуацию. Тут что-то такое, как будто вы отчасти выступаете этим как карманный психолог, да, который должен вникать, понимать человека, может скидку делать, у кого-то это на возраст, да, если кто-то возрастной, да, у кого-то скидку на всякие, мало ли с человеком, что произошло, да, последствия там заболеваний или каких-то ситуаций, в которых он был, и вас это чуть-чуть подзадолбало, честно говоря, тут такое вот этот груз ответственности, тут уже как будто бы вы прижимаетесь к этой земле и говорите, бог ты мой, я все понимаю, но когда мне станет легче? Вот какая-то сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак,
Кто и что говорит за твоей спиной? Сорвем маски с тех, кто заигрался в тишину. Первое у нас этот теневой участник. Кто этот человек? Его роль в твоем окружении, уровень близости. Кто этот человек? Следующее. Что именно происходит за спиной? Это обсуждение, какие-то решения, влияние на других. Это какая-то скрытая активность. Что именно происходит за вашей спиной? Как человек это все делает? Напрямую, через посредников, через какие-то намеки. Следующее, зачем ему это, да? Контроль, выгода, защита своих интересов, конкуренция. Зачем человек это все делает за вашей спиной? И ваша стратегия. Как вернуть прозрачность ситуации и выстроить защиту без конфликта. Как это все сделать? Начинаем. Первое это теневой участник, да? Кто же этот человек? Его роль в твоем окружении, уровень близости. Всадник, княгиня, бесплодие, обида, оморочка. Интересно. Для начала хочу разобраться. Ну, вообще-то это похоже на женщину. Первая карта всадник тоже это. Давайте уточним. Это мужчина или женщина? Кто и что творит за твоей спиной, да? Это мужчина или женщина? Мужчина. Король пентаклей. Ну, давайте. Такой мужчина импульсивный. Первая карта у меня тут всадник, поэтому это уточнила. Скорее всего, значит, это ваша карта. Следующая карта княгини. Смотрите, мужчина, по идее, его характеристика, да, роль в вашем окружении. Мужчина по всаднику страстный, темпераментный, яркий, вполне возможно, так к вам и пытался проявиться по всаднику. Когда приехал, тогда и вовремя. Но неожиданно для себя он тут встретил по карте княгини, это вас характеристика, женщина самодостаточная, с короной на голове, женщина, которая особо не будет приветствовать вот эти форматы такие, знаете, довольствуйтесь тем, что я тут есть такой красавчик, да, поэтому карта бесплодия. Бесплодные получились тут какие-то его попытки к вам, то ли приблизиться, то ли какой-то формат выстроить. У него... Я так считаю, это карта обида. Он на вас обижен. Может быть обижен почему? Потому что ничего не получилось, так как он тут мечтал. Более того, он привык, знаете, крепости падают очень быстро, да, к его ногам. То есть он, скорее всего, такой харизматичный, яркий, скорее всего, чего-то уже достиг в плане материальных накоплений. Такой он, как это, не бессеребренник, да, мужчина, для многих женщин является он интересным, лакомым кусочком. Скорее всего, он привык к тому, что, довольно-таки быстро, повторюсь, эти женщины там чуть ли не в объятия ему падают или интерес какой-то проявляют. Да, вот как-то так, хоп, и все. А тут что-то по девятке мечей как-то тут все пошло не так. Как-то все не так пошло, как он это видел, как он это планировал. Обида какая-то, вполне возможно, на вас. И следующая карта оморочка. Оморочка это, знаете, с одной стороны можно прочесть, мы на этого человека смотрим, да. Если роль в вашем окружении и уровень близости, человек всячески скрывает по этой карте оморочка свои истинные там какие-то эмоции в отношении вас, показывая другую картинку. Опять-таки, он может скрывать максимально то, что тут то ли ваше поведение, то ли ваша какая-то реакция на его проявление его задело, он обижен, но он это будет скрывать. Опять-таки, как-то так мне.
Ну и тут король Пентаклей материально ориентированный, стабильный довольно-таки, стабильный в плане заработка, в плане того, что ему очень важно, чтобы у него была вот эта подушка безопасности материальная. Может быть, не свободен, все-таки Пентаклевый король это очень, очень часто архетип несвободного мужчины. Так вот, вот такой вот человечек, вот он творит за вашей спиной. А что именно он творит за вашей спиной, давайте посмотрим. Маску носит сразу. То, что я уже озвучила. Маска, ящик Пандоры. Зависть, время, Таро. Интересно, о чем это? Обсуждение, решение, влияние на других. Как вас это касается? Так, следующее я вытащу сразу, дабы мне хоть что-то стало понятно. Это как он это делает напрямую. Так, напрямую через посредников, через намеки. Сейчас, может, хоть что-то станет мне понятно, честно говоря. Так, вот так вот. Сад – это общество, социум, это общение. Карта пьянства – это, скорее всего, не в том плане, что он тут злоупотребляет, а в том плане, что обсуждает вас, ну, там, за бокалом вина у кого-то, да, у кого-то под пиво, под коньяк, я уже не знаю, как-то так, формат. А формат, знаете, такой язвительный какой-то. Общается через каких-то людей, которые в отношении вас, но имеют то ли вот тут у кого-то зависть, прям по вот этой карте, тут карта зависть, тут карта жаба, она тоже так считывается. Карта крысы – это люди такие сами по себе, скользкие, неприятные, люди, которые могут легко по карте крысы предать, высмеять, обесценить, использовать, вытереть ноги и пойти дальше, да. Вот такой типаж какой-то, вот почему-то он общается с такими людьми. Тут как-то так он как будто бы может подбрасывать тему для разговора, между прочим. Вот при этом он обсуждает вас не с теми людьми, которые, ну, там, ваши друзья, там, или к вам расположены, или там, уж не знаю, лишний раз там они высоко вас оценивают. Нет, тут он четко знает, что вы вызываете вот этих вот людей, вы вызываете зависть, 100% тут, какое-то вот недовольство, вот такое какое-то вот, могут, правда, выпить тут что-нибудь и вот начинать языки чесать, вот карта привидения тут такой, как будто бы тема для разговора. А вы знаете, там что-то вот такое, вот как-то так вот он. При этом он подбрасывает эту тему. Ну, тут мужчина так вот он делает. Теперь давайте посмотрим, какой человек мы посмотрели. А что именно происходит? Обсуждение, решение, влияние на других. Идет обсуждение, ящик по ящику Пандоры, а человек-то в маске, он остается как будто бы в тени, знаете, повторюсь, он как будто бы провокацию какую-то делает, там заговаривает о чем-то, подводит к тому, чтобы там люди раскрывались, и про вас информация какая-то вот выходила постоянно по ящику Пандоры. Ну и тут уже как будто бы, может быть, даже с вами люди мало пересекаются на данный момент, но все равно, как из прошлого, какой-то как шлейф такой остался, то ли воспоминаний, время уже прошло, но и все равно вот постоянно как-то вот возвращается, обсуждается, вот какие-то нюансы тут. Ну, то есть это обсуждение вас, по-другому никак. У кого-то, если, ну, да, тоже должна озвучить, у кого-то, если знают то, что вы увлекаетесь тут Таро, карта Таро, просто вышло время Таро, могут рассказывать там, как там, а-ля того, что, может быть, увлекаетесь чем-то таким, да,
у кого-то это психология, ну тоже такой какой-то подтекст, он, опять-таки, формат обсуждения. Ну и карту эту зависть я тоже никуда не дену. Давайте посмотрим истинный мотив, зачем ему это. Зачем это этому человеку? Контроль, выгода, защита своих интересов, конкуренция. Зачем? Ох, бог ты мой, как карта страшная. Бесы, солнце. Наступили вы ему на мозоль больную. Что-то он тут не смог вас это то ли приручить, то ли не смог вас классифицировать. Куда вас отнести? Или к умным, или красивым, да? Оказалось, вы умная и красивая. Да ладно. Но смотрите, зачем ему это? Бесится человек, карта бесы, карта солнца, уязвленное самолюбие, игра. Пошло не так, как он планировал. Может быть, сейчас, знаете, как постфактум у человека какие-то как откаты. До него начинает как будто бы доходить, может быть, ваше влияние на него. Может, он даже не ожидал о том, что вы будете сидеть у него в голове, в печенках, да? Еще где-то, я не знаю, где вы там сидите. Тут интерес к вам 100%. Уязвленное самолюбие по карте Солнца. Это эгоистичный человек. И он привык, что в принципе все идет так, как он запланировал. Может быть, играют по его правилам. Карта игра. А повторюсь, эта игра пошла вообще не по его правилам. Более того, карта сердца. Он мог тут неожиданно подвлюбиться. Что-то сердечко его тут задели вы. При этом так интересно сердце, а тут лекарство от всех бед. Еще он может злиться от чего? Потому что у него может создаваться впечатление, что вы-то уже, если там и были влюблены, то уже выздоровели, пошли жить своей жизнью здоровой, скорее всего, выздоровели. То есть у вас вот это вот лекарство от всех бед, оно заключено. Ну, ему, скорее всего, тут и ревность может присуща, да, может он думать там, с кем вы сейчас, почему не с ним, почему там выбор в сторону другого мужчины сделан, или в принципе ему интересно, как вы живете, да. Но тут почему-то такие карты, как будто бы человек вот, спокойно ему не сидится, не живется, вот что-то такая злость какая-то у него прям. Еще раз, тут карта игра. Может, мужчина, знаете, как заигрался, а потом неожиданно дошло, подвлюбился, но при этом осознает, что, может быть, когда вы были рядом, лекарство от всех бед, вы наполняли его этой энергией, вдохновляли, были той самой, да, палочкой-выручалочкой, которая всегда готова прийти на помощь. У кого-то и так может проиграться, у кого-то за счет того, что рядом с вами энергетически даже мог подпитываться. А тут вот все-таки карта беса. Это, знаете, опять-таки человек может нуждаться в этой энергетике, но если вы отрезали это, да, как пуповину какую-то, которая между вами существовала, энергетическую, он тоже это может считывать. Я бешусь, а у нее там все классно. Давайте посмотрим. Ваша стратегия. Как вернуть прозрачность ситуации, выстроить защиту без конфликта. Ух ты! А уже какой-то тут у меня любовный треугольник вышел. Карта самонастрой, лиса, лошадь, Эрос. Да, как же это все прочесть. Как вернуть прозрачность ситуации? Ну, давайте так. Я не могу это игнорировать. У кого это тут в треугольниках вы не свободны, он не свободен. То тут вообще как будто бы вопрос снимается, да. Это проблема этого человека, если он не разведенный, и при этом он там что-то, какие-то планы строит по поводу вас, да. Ну. Вам что предлагают? Вам предлагают больше заняться, конечно, работой, но при этом защиту какую выстроить без конфликта.
Тут как будто, знаете, с одной стороны, вы должны понимать, что у вас тут как какой-то незакрытый гештальт. Он так это все воспринимает. Влечение к вам остается. Может, не в полной мере он получил то, что он там хотел, мечтал, планировал, да? Может, он, в принципе, вот это влечение какое-то к вам, может, даже похожий типаж где-то женщин сейчас он ищет или пытается вот, ну, закрыть эту какую-то нишу, дыру в своем сердце. Но тут на самом деле вот как вернуть прозрачность. На самом деле тут ситуация прозрачная. Вам говорят наоборот. Очень много зависит от того, действительно, как вы настроены, самонастрой. Не нужно тут лишний раз, да, себя накручивать, даже какие-то претензии к себе. Наоборот, вам предлагают где-то по карте леса быть более гибкой, даже хитрой где-то, мудрой, больше думать о себе. Я так это считываю. Ни в коем случае опять не погружаться, если тут любовные треугольники, тут какие-то сравнивания, если будут даже попытки вас втянуть заново, да, вот может быть там вызвать у вас ревность, опять там втянуть вас в какие-то мутные, непонятные ситуации. Вам говорят, нет, ты должна четко понимать то, что человек действительно может тебе дать. И планирует дать, и хочет дать, а не просто какие-то иллюзии. А защищать себя без конфликта, да, тут конфликты, ну, в принципе, смысл. Вам не нужно точно ни в какие конфликты вовлекаться. По карте хитрая лисичка тут. Вам нужно защищать свои какие-то ценности, ваше видение. Вот вы видите так свою жизнь, вот вы такие выстраиваете. При этом говорят, вот именно за счет этого, за счет того, что вы, может быть, тут не прогибаетесь, за счет того, что вы так и остаетесь на расстоянии, интересно. Вот именно поэтому отчасти тут карта Эрос, вы и настолько для него привлекательны. Знаете, как будто бы мужчина хотел галочку поставить, но не поставил. Пошло что-то не так. И совсем не факт, я вам хочу сказать, да. Я не хочу вас обесценить, упаси Господи. Мы все принцессы королевишны, мы все яркие индивидуальности, да. Но совсем не факт, что если с ним эту историю вот вы проиграете, тут эротическую, так как он это видит, да, как мечтает, совсем не факт, что именно этим вы его тут зацепите или уж точно уведете из семьи, и зачем вам это нужно, да. Ну, как будто бы стоит воспринимать ситуацию такой, какая она есть, по факту. Ну, реально смотреть на вещи. Это все. Больше, конечно, в работу, да. Энергию эту направьте. Эту эротическую какую-то энергию направьте в работу. Ладно, в каждой шутке есть доля шутки. И с точки зрения психологии, скрытые процессы в окружении часто возникают там, где отсутствует прямая коммуникация и ясные границы. Вот тут точно. Много недосказанностей, много еще каких-то третьих лиц. Тут провокации эти могут быть. И люди могут выбирать непрямые стратегии взаимодействия, обсуждения за спиной, влияние через третьих лиц или сокрытие информации, чтобы избежать ответственности или сохранить контроль. Ну, избежать ответственности, тут если человек не свободен, понятно, он, значит, не решился изменить свой статус. Если бы человек там развелся и был готов, допустим, да, как-то к вам проявиться, он, наверное, бы проявился. А тут может быть вот такая позиция и вашим, и нашим, да, может, что-то выйдет, а может, ей это нужно. Для человека, который оказывается вне этих процессов, это создает ощущение нестабильности и потери опоры. В такой ситуации ключевым становится не попытка контролировать других, а выстраивание прозрачных границ, развитие наблюдательности и готовность переводить это взаимодействие в открытую форму, где снижается пространство для скрытых манипуляций. То есть вы поняли, да? Человека нужно выводить на чистую воду. Если он начнет к вам-то как-то проявляться, вы должны вплоть до того, что озвучить, в честь чего у нас тут такое тесное сотрудничество организовалось, да? Какие у нас тут мотивы,
Ну, может быть, это как-то с иронией преподнести, но при этом человек должен понимать, что вы не наивная какая-то там девочка, которая можно лапшу на уши повесить. Но, с другой стороны, может, вам и выгодны, да, и интересны исключительно вот такие форматы, там, легкие. Почему нет, если вам это нужно? Почему нет? Просто, наверное, проще это все, правда, взаимодействие переводить в открытую форму. По крайней мере, вам так будет легче. Все, мои хорошие, спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.